Так. Стэнли Парабл 13. Мне кажется, это вообще самые лучшие слова. Так, на арене принтер. Принтер против степлера. Почему здесь нельзя больше слов выбрать? Я хочу больше слов. Ладно, либо я, либо принтер или степлер. На арене степлер. О, музыка из эпилога. Музыка из эпилога. Друзья, всем привет, у микрофона Кот-пулемет. И я никак не могу закончить проходить Stanley Parable, потому что здесь концовок очень много, очень дохрена. Я не знаю, последнее это видео по Stanley Parable или нет, но мне, конечно, хочется уже начать проходить следующую игру. Ну что ж, давайте все-таки еще раз. Ну как еще раз, еще на несколько концовочек пройдем. This is the story of all of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Окно. А что внутри? А здесь что тут окна все белые? Не, конечно, это раньше заметил, но... Это странно, ну ладно. Так, ведро нам, наверное, пока не нужно. New content. Так, вот это вот экспо-холл, а тут что? Так, вот это экспо-холл, а тут что? Блин, а почему сюда-то нельзя зайти, а? Так, ну ладно, погнали тогда в экспо-холл. А, стоп, нет, давайте, если мы пойдем в экспо-холл, тогда возьмем этот ведро. Потому что там же есть еще одно ведро. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Вот. Блин, а в зону воспоминаний никак интересно нельзя вернуться, а? Может, и можно, кстати. Мне чуть кажется, что какой-то слишком высокий, или нет? Ладно, поехали. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Рассказчик, ты что, совсем? Какой за Stanley Parable 2? You see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many... Блин, я только сейчас понял то, что можно, оказывается, ходить на левую, ой, точнее, на правую кнопку мыши. Блин, я обожаю эту локацию. Она очень классная. Is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there.
It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of не MacBook, а этот, что-то другой значок. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or А вот с этим я согласен, то, что разработка игр — это магия. Вот. Я сам сейчас создаю свою компьютерную игру. Вот. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ну так вот, я сейчас сам создаю компьютерную игру свою и, так скажу, то есть, когда создаешь какую-то игру, ну, особенно такое что-то крупное, с сюжетом с каким-то, то ты же как бы создаешь свой мир, продумываешь это все. Ну и опять же, это надо не только продумать, это надо еще и знать язык программирования, если ты инди-разработчик, если ты один все это разрабатываешь, тебе надо уметь еще и 3D-моделировать, со звуками надо как-то разбираться, с анимацией, так что это, да, это магия. Но это такая магия, то есть это магия, которой можно научиться. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Так, ну все, мы получили новую ачивку, получается. Получается, мы получили новую ачивку. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ну так вот, дальше про разработку. Я, короче, сейчас создаю компьютерную игру. Не уверен, что буду, опять же, ей делиться. Вот, потому что это мой первый проект. И, как по мне, задумочка странная. Вот. Возможно, это на бусти выложу. Ссылочка, кстати, в описании. Чемпион мира по настройкам. Я где-то слышал это. Ну-ка. Типа, что надо сделать? Настройки. Ничего себе. Я не знал, что столько локализации. Шутер от первого лица. Шутер от второго лица. Плазменное ружье. Любимый прицел Васи. А кто такой Вася? Самый ценный игрок Windows. Точка. Ничего себе. Ну нет, уж давайте соточку сделаем. Тут оказывается столько всего интересно. Непрозрачность прицела. Так, ладно. Чемпион мира по настройкам, я так понимаю, что это надо все попробовать. А вот это что-то новенькое. Я тут увидел.
И что здесь? An epilogue would be fun, wouldn't А, it, это Stanley? эпилог. Yes, yes, it will go at the end of the well, we'll figure that out later. Это эпилог. Эпилог я до хрена раз прошел. И никакого другого финала. Ну, как, он был другой, но мне кажется, то, что все равно что-то не допрошел я, но... Если честно, мне просто лень уже проходить это все, потому что я точно больше, чем 8 раз прошел его. Ведро. Так. Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you. Stanley, the power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. Я вообще-то хотел все 2 ведра. Ну ладно. Ну-ка, вот кнопка, интересно, она теперь говорит Стэнли, а не Джим. And validated as people. Как по мне, эта кнопка бесполезна. Так, ну ладно, я так понимаю, что Maybe I'll only let people named здесь Jim все. play the Stanley Parable too. They would appreciate what I've created here. Я так понимаю, что здесь все уже. Да. А я так понимаю, то, что если мы сейчас это все заново посмотрим, то что, у нас снова Stanley Parable 2 будет? Ну ладно. Так, я еще слышала о какой-то концовке с окном. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну, тут уже окна нет. Я так понимаю, что вот тут где-то окно. А вот тут дверь открыта. Вот почему она открыта, интересно. Почему там дверь открыта? Почему мы не можем туда попасть? Зачем они вообще открыты? Ну-ка, вот окно. Типа мы здесь будем стоять, и он что-то скажет, да? Ну? Ясно. Может, No здесь... matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ну? Есть же какая-то концовка с окном. Ну? Давай. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Блин, а как туда-то попасть? Там же типа старый контент. Так. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Что? 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 Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe.
As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home это computers. новый контент к Stanley After receiving Parable. critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Все, я понял. Я-то думал, что мы уже не сможем. Exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Все, я думал, что мы уже больше никогда не увидим этот ультра делюкс контент. Bucket you're holding. It's the bucket I've been working on for my sequel. How did you get your hands on it? Isn't this the preview to the sequel? How do you have the bucket already? This makes no sense at all. Hold on. Did I already show you my ideas for the sequel? I don't remember doing that at all. You're seeing things all out of order. All right, let's see. It's the jump circle. Ультра делюкс контент. The giant door, did you see them already? Да. Stanley, none of them are ready yet. I'm still developing them. They're not even close to finished. How did they look when you saw them? Were they captivating? Were they exciting? Да. Did they fulfill on the promise of everything? Я уже поиграл в сиквел. Could possibly be? Had I figured out how the hell to make a sequel to this game? Я уже поиграл в сиквел и играю в 12-ю часть, ой, или в 13-ю, или в 14-ю. Wait, if you're still carrying the bucket around with you, if the bucket is interesting to you, that means I must have made it correctly. Yes, you carrying the bucket with you everywhere is exactly what I set out to accomplish. The bucket is the exciting and captivating new content that I promised. I did it! I win! I made a sequel to the Stanley Parable. Yes, the sign is correct. Thank you for enjoying the new content. Thank you for taking the bucket everywhere with you, clinging tightly to the bucket, never letting it go. It means I've won. It means I am victorious over the gamers. It is a sweet salve of victory on my soul. Thank you for enjoying the new content. The bucket is the Stanley Parable now. They are one and the same. There is no Stanley Parable without the bucket. I win, 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 I win. Ай, типа все, что ли? Так, ну за что-то новенькое, конечно, так, ну-ка. Все, я понял, это не физика, это триггер. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Так, давайте попробуем без ведра на новые Yet there was материалы not a single посмотреть. person here either. Новая зона памяти. А, стоп, я на новый контент нажал, я так понимаю, что для... Все, я понял, там надо... Там это... As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Так, я пока потише сделаю, чтобы удобнее было говорить. Там, короче, тыкаешь на фотографию и тебя переносит в это место. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley?
This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? То есть, эй, Стэнли, давайте кое-что покажу, полезай в вентиляцию. Не будет, да? Так, это новая зона памяти там, получается, была. Я вот когда проходил на концовку с множеством кнопок, я помню, что перед тем, как вот этот компьютер активировать, офис Стэнли заменился какой-то синей комнатой. Так, может в настройках есть какая-нибудь скорость движения? Угу. Так. Аудио, видео, управление. Так, это просто управление. Нету ничего. Так, в общем, я все инпуты ввел, и никакой синей комнаты не появилось, как в прошлый раз. Ну ладно. Угу. Опять это странное место с кнопками. Окей. Погуглил я, как пройти на эту концовку с окном. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Нужно, получается, что, подойти сюда? И вот так вот залезть на стол. Так, дальше присесть. И... Стоп, что? Тут нет стекла. Что? Stanley assumed he'd broken the map. Что? He heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Нет. Then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich.
Perhaps you just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Так, что если мы выберем «да»? А, не работает, надо игру перезапустить. Так, давайте теперь выберем «да». Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Так, и что, он сейчас просто на гитаре будет играть? Ну ладно. Если что, я несколько раз перезапускал игру. Так что не удивляйтесь, что тут Stanley Parable 15. О, кстати, младенец, с которым надо играть 4 часа. Или как? Сколько? По-моему, 4 часа надо с ним играть. Это, конечно же, не все концовки. Есть еще дохрена всяких концовок. Вот. Но мне уже поскорее хочется начать проходить следующую игру. Поэтому что? Поэтому это последнее видео по Stanley Parable. Вот так вот, да. У меня на этом, в принципе, все на сегодня. Так что, всем пока!